Всем привет! Канал Математические эксперименты. Мы продолжаем кракать функции, и сегодня мы кракнем гамма-функцию. Но прежде чем что-то кракать, надо это что-то определить. Давайте этим займемся. Возможно, кому-то кажется, что определить n факториал в дробных точках – это сложная задачка, а в этом видео я покажу, что это не так уж и сложно. Кроме того, мы с вами обнаружим связь гамма-функции и синуса, а также опять встретимся с зета-функцией. Ладно. Что такое факториал? Факториал – это такие числа, которые получаются в результате произведения первых n натуральных чисел. Например, 3 факториал – это 1 умножить на 2 умножить на 3. Вот первые факториалы. Кстати, в математике можно вычислять их таким образом. Range 5 – это первые 5 натуральных чисел. И когда мы ставим факториал, он вычисляет факториал от каждого из элементов в списке. В жизни факториал – это такое число, которое равно количеству перестановок n разных элементов. Например, все перестановки чисел 1, 2, 3, их количество равно 6. Это 3 факториала. А для 4 получается 24. Хорошо. Можно нарисовать график функции факториал. Видите, какая она смешная. Значения в n факториал растут очень быстро, поэтому невозможно наглядно представить этот график, не выбирая логарифмической оси y. Что такое логарифм? Давайте возьмем логарифм это n факториалов, и тут уже мы видим такую гладенькую, ну точнее не так быстро растущую функцию. Логарифмы это такое пояснение для школьников, если они сюда случайно забрели. Например, логарифм по основанию 2 от числа – это то, сколько двоек надо взять, чтобы получить это число. Сколько двоек и перемножить их, чтобы получить это число. Например, 16, чтобы получить 16, надо взять 4 двойки. Вот. Соответственно, вот логарифм по основанию 2. Что мы здесь имеем? 15 факториал – это такое число, которое примерно равно 36 или 37 двоек. 2 в степени 37. Но в натуральном логарифме, который здесь нарисован, берется не двойка, а другое число, которое называется e. Мы про него сегодня рассказывать не будем. Итак, n факториал – это такая функция, которая описывается следующим образом. В точке 1 она равняется единице. Ну а дальше каждое следующее значение получается умножением предыдущего на n. Это вот описание. Но, как ни странно, это не только описание, но и работающее определение функции n факториал, f от 5 это 120, ну и так далее. И верны вот такие вот равенства. Если здесь вот n перенести в другую сторону, то мы получим, что 4 факториал это 5 факториал разделить на 5. 3 факториал это 4 факториал разделить на 4. 2 факториал это 3 факториал разделить на 3. 1 факториал 2 факториал на 2. А 0 факториал получается равен 1 факториал разделить на 1. То есть снова 1. Таким образом мы распространили функцию n факториал на число 0. Но интересно, чему равен факториал числа 1/2? Хочется так гладенько соединить эти вот точки такой кривой, чтобы продолжало выполняться вот это вот функциональное равенство. Как это сделать? И вообще, возможно ли это? Ну, смотрите. Мне кажется, вот это вот самый такой простой, естественный способ получить значение n факториал в дробных точках. Давайте вычислим угол наклона вот этой вот кривой. Просто соединим две точки и посмотрим,
чему равно отношение дельта y на дельта x. Ну, дельта x тут равен единице, а дельта y это логарифм от n плюс 1 факториал минус логарифм n факториал. Несложно получить, что это логарифм от n плюс 1, потому что логарифм от произведения это сумма логарифмов. И вот мы этот n плюс 1 разлагаем в произведение. Логарифм n плюс 1 отщепляется, а все остальное сокращается. Хорошо. То есть дельта y на дельта x примерно равняется вот этому значению на той самой воображаемой гладкой кривой. Тангенс угла наклона, это называется тангенс угла наклона, между точками n и n плюс 1 примерно равен логарифму n плюс 1. Давайте это запишем. Что если мы возьмем какую-то точку между n и n плюс 1, здесь x число от 0 до единицы, то отношение дельта y на дельта x должно быть примерно равно логарифму от n плюс 1. Ну а дальше уже дело техники. Как хочется тут, так и действуйте. Можно занести все под один логарифм и получить вот такую формулу. Ну и здесь дальше можно x сюда тоже занести. Вот так вот. И получить равенство этих вот выражений в квадратных скобках. Ну либо наоборот, можно логарифм представить как сумму логарифмов и получить вот такое вот примерное равенство. И из этого примерного равенства можно вывести, чему равен логарифм x факториал. Вот я это проделал здесь и записал формулу. Значит, x переносится сюда. Получаем логарифм n плюс 1 умножить на x. Вот это. Ну а здесь две суммы, которые я объединил в одну сумму. Логарифм x плюс k минус логарифм k. Здесь было примерное равенство, а я взял и положил, что примерный лог факториал равен вот этому выражению. Так исторически сложилось, что гамма-функция, которую принято называть n факториал продолженное на дробное значение, она отличается от n факториала тем, что смещена по оси x. Ну, это просто исторически так сложилось. Давайте нарисуем теперь экспоненту от логарифма гамма, от приближенного варианта, который у нас получился. Вот. Смотрите, что-то странное здесь происходит. Ось y я взял обычную, но логарифмическую. То есть на ней нарисовано правильное значение, но она деформирована. В точке 1 имеем 1, в точке 2 имеем 1, в точке 3 это на самом деле 2 факториал 2, в точке 4 это на самом деле 3 факториал, то есть 6. Ну, действительно, вот 5, а следующая линия это 6. То есть вот эта гладенькая кривая уже проходит через точки 1 факториал, 2 факториал, 3 факториал и так далее. Замечательно. И очень интересно она ведет вот левее точки 1. Давайте рядышком нарисуем настоящую гамма-функцию. И посмотрим, совпадают они или нет. Да, совпадают. Ну, буквально одна нарисовалась поверх другой. Если тут добавлю единичку, то вы это увидите. Убираю лог-плот, чтобы это было нагляднее. Вот. Функции одинаковые. Давайте настоящую лог-гамма функцию. Лог-гамма это логарифм от гамма-функции. Разделим на наш приближенный вариант. Ой, тут взял очень большой n. И смотрите, что мы получаем. Какой-то корень, как будто бы. Ну, раз это корень, давайте возведем это в квадрат. И мы получим такую почти линейную функцию. Можно попытаться ее приблизить, но тут я остановился. Это все уже не так важно. Мы получили n факториал в дробных точках. Это самый главный результат. Хорошо. Так, тут
еще раз нарисовано то же самое. Дальше смотрите. Мы можем распространить эту функцию и на отрицательное значение тоже. Более того, каким-то непостижимым образом все само собой распространилось. Вас здесь ничего не смущает вот в этой области? Меня смущает. Я тут беру экспоненту от чего-то, от какой-то суммы, а экспонента не может быть отрицательным числом. Дело в том, что математика шибко умная, и она знает, чему равен логарифм, например, от числа минус 5,2. И тут всплывают комплексные числа. 3, 14, 15, 92,6. Хорошо. То есть это как-то нечестно было сделано. Просто математика, вот эти вот логарифмы, которые были спрятаны в нашем определении, умеет вычислять для отрицательных чисел. Но если бы мы не знали этого, то что бы мы могли сделать? Мы могли, используя функциональное равенство, записать значение, например, для гамма минус 5 плюс y. Надо взять гамма от y и дальше разделить на y минус 5, потом на y минус 4 и так далее. Вот сколько раз вы хотите сместиться на единичку влево, столько здесь скобочек и надо написать. Давайте вот это вот запишем в виде гамма approx. Мы будем использовать функцию flow. Пусть y равняется 0,2. Тогда, чтобы получить число 5, надо взять flow, надо взять знак минус от этого. И смотрите, как мы распространяем гамма-функцию на отрицательные числа. Если x больше нуля, то просто берем экспоненту. Если же x отрицательный, это вот эта вот часть кода, то мы вычисляем k, то есть нашу пятерку. Берем y равен k плюс x, то есть теперь y равняется 0,2. И записываем. Надо взять лог гамма approx от 0,2, а дальше разделить на вот этот продукт. Продукт, значит, произведение. Проверяем. Да, мы все правильно запрограммировали. Тут я могу убрать это смещение, и тогда они буквально нарисуются поверх друг друга. Что мы здесь видим? Мы видим полюса в точках минус 1, минус 2, минус 3 и так далее. И это легко понять. Вот мы прямо в знаменателе имеем все эти полюса. В точке, значит, минус 5 плюс y, вот имеем такое выражение. И когда y близко к нулю... Нет, давайте не так. Давайте заменим y на единица плюс z. И тогда то, что здесь было записано, несколько перепишется по-другому. Смотрите. Гамма от 4 минус 4 плюс z равно вот этому. И здесь мы явно видим в знаменателе z. И когда z маленькое, что мы получаем? Мы получаем вверху гамма от единицы, а внизу мы получаем вот это. То есть гамма от минус 4 плюс z равно единица разделить на z, а тут 4 факториал и еще минус 1 в четвертой степени. Общая формула выглядит таким образом. То есть мы имеем полюса в точках минус 1, минус 2, минус 3, минус k. И причем числитель этого полюса, то есть вычет, равен единице на k факториал. Или вот так это все записывается. Кстати, k факториал это и есть гамма-функция, только я неправильно тут записал. Это гамма плюс 1. Хорошо. Дальше интереснее. Возникает такая идея. У гамма-функции полюса 0, минус 1, минус 2, минус 3 и так далее. А у гамма-функции минус z полюса в другую сторону. Если мы объединим эти два множества полюсов, получим все целые точки, как у синуса.
Давайте это сделаем. Но тут простая догадка, что надо взять гамма z и гамма единица минус z. Тогда получается, что мы не дублируем нолик. Не дублируем нолик. И еще интересный момент, когда мы берем произведение гамма z на гамма единица минус z, то мы как раз уничтожаем это деление на k факториал в плюсах. Ну, сейчас увидите. Давайте посмотрим, ради интереса, как выглядит функция, у которой, значит, плюса все целые точки. Ну, вот здесь как раз случай, когда мы нолик 2 раза повторили. Но даже этот случай интересен, если мы возьмем, наоборот, единицы разделим на эту величину. А если мы потом еще дополнительно разделим на x это, то получим нечто очень похожее на синусоиду со знаком минус. Ну, вот. Правильно делить на единицы на произведение гамма и гамма единицы минус x. И получается в точности синусоида. Это не просто очень похоже на синусоиду, это и есть синусоида. Мы с вами, ну вот так вот, на халяву получили сразу же синус x. Следуя простой идее, а давайте сделаем такие же полюса, как у единицы на синус x. Мы немедленно получаем точную формулу без каких-либо проблем. То, что здесь получается, это просто погрешность машинных вычислений с плавающей точкой. Итак, мы получили формулу. Мы ее обнаружили. Не доказали, мы просто ее обнаружили. Называется эта формула Ehlers Reflection Formula по гамма. И из нее мы немедленно можем вычислить гамма от 1/2. Действительно, подставляем x равное 1/2 и получаем такое уравнение. Кстати, получается, что у нас есть еще одна формула вычисления числа π. Надо взять просто вот этот гамма апрокс для x равной, для x 1/2. Сходимость плохая, но тем не менее, еще одна формула. Ее можно расписать красивенько. Но это не тема нашей сегодняшней встречи. Раз нам так повезло с простой идеей про полюса, давайте попробуем еще кое-что сделать из этой же серии. Смотрите, у гамма x плюс 1/2 полюса находятся в полуцелых точках отрицательных. А если мы возьмем произведение, мы получим функцию, у которой полюса идут через 1/2. Но точно так же полюса через 1/2 идут у гамма 2х. А что, если эти функции совпадают, ну или там отличаются как-то мало? Крайне логично взять это произведение и разделить на гамма 2х. Давайте посмотрим, что получится. Так, какая-то функция такая, растущая влево. Быстро растет, как экспонента, только в сторону отрицательных иксов. Хорошо, давайте возьмем логарифм. И действительно, когда мы берем логарифм, то получаем линию. Это значит, что исходная функция была экспонентой. Ну хорошо, давайте построим какое-то количество точек на этой линии. Здесь он ругается, потому что он все-таки имеет полюса, и он не умеет вычислять лимиты прямо на лету. Поэтому я чуть-чуть сдвинул здесь множество иксов на 1/10. Вот. И я прошу теперь зафитить вот эти точки прямой линией. Он фитит. А если взять экспонент от этого, вот что мы получаем. Давайте вычислим экспоненту вот эту.
от этого числа и экспоненту от этого числа. Что-то непонятное. 4. Что это значит? Это значит, что здесь мы имеем 4 в степени минус х. А вот это первое число я обозначу как а. Итак, мы зафитили, что вот эта величина равняется а умножить на 4 в степени минус х. Но для х равно 1/2 мы же знаем, чему это будет равно. Гамма от 1/2 умножить на гамма от единицы, это 1, разделить на гамма от единицы, тоже единица. Вот что мы получим вместо вот этого выражения, если х равен 1/2. Запишем. Это выражение для х 1/2 равен корень из π. Получается, что а равен 2π. А равен 2π. Вот что мы получили. У этой формулы тоже есть название. Она называется Legendre Duplication Formula. Следующий шаг. Давайте разберемся с первым полюсом, который находится в точке z равно 0. У меня иногда x, иногда z. Я просто не перестаю думать про комплексные числа. Давайте вычтем этот полюс. Шлепс. Так, вот если мы не вычитаем, вот что мы имеем. Мы имеем асимптотику в бесконечность слева и справа. А когда мы вычитаем единицы на z, то у нас здесь появляется гладкая линия, без разрывов. Интересно, чему равняется вот это число? Где-то больше, чем минус 0,5. Можно явно спросить у математики, и она отвечает. Минус 0,5777. Ну, знающие люди знают. А вот у меня тут есть штука, которая позволяет подбирать ответы. Называется find value. Она для набора констант каких-то ищет рациональный множитель, чтобы получить то число, которое передано в аргументе. И вот я передаю этой функции число, и она немедленно отвечает, что это на самом деле Эйлер гамма. Она знает эту константу. Кстати, и математика, конечно же, тоже знает. Я просто здесь специально поставил 0,0, чтобы она забыла про свои знания. А когда пишешь z стремится к нулю, математика явно пишет минус Эйлер гамма. То есть гамма от z в окрестности своего первого полюса, это единица на z, минус Эйлер гамма. А дальше идут компоненты уже квадратичные, линейные по z, квадратичные по z и так далее. И, кстати, внутри этих констант живут значения z-функции в точке 2, вот здесь живет. Здесь в коэффициенте b живет z от 3. Лучше, конечно, раскладывать в окрестности нуля не гамма, а лог гамма. Давайте попробуем вычесть все остальные полюсы. Вот исходная функция гамма. Вычитаем первый полюс. Шлеп, пропал полюс здесь. Вычитаем второй полюс. Пропала асимптотика здесь. Тут 1,1, тут их легко было подобрать. Но и дальше несложно подобрать. Так и тут и подбирать-то не надо, потому что уже выше была формула, чему равны вычеты во всех этих полюсах. Эти вычеты равны минус единица в степени k разделить на k факториал. То есть тут 2 факториал, 3 факториал, 4 факториал и так далее. Если бы у нас этой формулы не было,
то мы могли бы поиграться вот таким вот образом. То есть подбираем значение, чтобы убить вот 1. Потом другое значение подбираем. Раз. Не получилось. Ну, как-то так они подбираются. И выясняется, что это 1/24, это 1/6, это 1/2. Здесь я не шевелил, но вот. То есть можно методом подбора найти числители полюсов. Конечно, не методом подбора, правильнее просто выражение гамма z умножать на z плюс k и брать от этого предел, как мы это делали в одном из прошлых видео. Можно взять больше слагаемых. Тут я взял вот столько, 5 штук, а можно взять 50 и получить вот такую вот функцию. Лучше брать логарифм. И видите, здесь уже совсем нет полюсов. Получается такая тут гладенькая функция, которая к чему-то стремится. Интересно, к чему? Ну, сейчас я нарисую пояснее. А может, она и не стремится. Может быть, она постепенно растет. Возможно, она просто очень медленно, но растет вниз. Вообще, если попросить математику сказать, что же это за ряд такой, выясняется, что она знает ответ. Ну, точнее, она знает имя, которое можно дать этому ряду. Что мы с вами проделали сегодня? Получили вот эту вот reflection формулу, которую можно перевернуть и понять, что это на самом деле еще одна формула для синуса. Можно сказать, что мы кракнули синус в очередной раз. Что приближенно синус можно вычислить через вот такую формулу, где вместо гамма поставить приближенную функцию гамма, которая выше была определена. Ну, давайте вспомним, как это у нас было сделано. Вот приближенная формула для факториала, логарифма от факториала. Гамма, она отличается просто вычитанием единички. Поэтому приближенный синус можно вот так записать. Не буду рисовать график приближенного синуса. Давайте лучше проделаем некоторое количество математических выкладок. Мы это делаем очень редко. Ну, иногда можно немножко времени на это потратить. Не постоянно же заниматься экспериментированием численным. Выкладки тут довольно сложные. Надо вот вместо этих штук как раз подставить вот эту сумму. Причем надо не забыть про то, что здесь есть x минус 1. То есть мы берем вот это как x, вычитаем из этого единицу и как x подставляем сюда. 2 раза. Сначала с таким, потом с таким x. Вот что получается. Вот здесь вот есть x на логарифм n плюс 1. Но поскольку мы сначала подставили это, а потом это, то здесь получилась константа. Потому что в одном случае тут это выражение идет с плюсом, в другом оно идет с минусом. И переменная часть отсюда пропала. Но надо не забыть про минус единицу, которая была добавлена. И в результате константа, которая получается в результате суммирования двух вот этих иксов, которые составлены из этих двух выражений, она оказывается равна минус единице. Дальше. Вот эту сумму надо записать 2 раза. Вот первый раз она записана, вот второй. Давайте подробнее. Для начала отправим вот эту экспоненту в числитель. Это будет просто π от экспонента, а знак минус пропадет, и этот тоже пропадет, и этот минус тоже пропадет. Все с плюсом теперь будет. Первую сумму раскрываем. k равняется единице. Просто
x разделить на π. Потому что минус единичка сокращается с плюс k. И так далее, плюс 1, плюс 2, бла-бла-бла, до n минус 1. Последнее значение k это n, и еще минус 1. Ну, а дальше минус логарифм. Начиная с единицы до n. И второе, также подробненько раскрываем. И что мы здесь хотим сделать? Мы хотим вот этот логарифм 2 прикрепить к этой скобочке. Логарифм 3, который здесь идет, прикрепить к следующей скобочке. И так далее. И в результате тут будет не x на π плюс 2, а x на 2π плюс 1. Сюда заехала вот эта единица. Ну, вы понимаете, логарифм от единички равен 0. Логарифм n никуда не заехал. Логарифм n минус 1 заехал в эту скобку. А логарифм n оказался бесхозным. Мы его сюда отправили со знаком минус. Ну и со второй частью мы также разбираемся. Тут все просто. 1 идет сюда, логарифм двойки идет сюда, и мы получаем вот это выражение. Все. Дальше мы понимаем, что экспонента от логарифма равняется самому числу, и в итоге что мы имеем? Логарифм x на π, вылазя x экспоненты, превращается в x деленное на π, но тут есть π, и оно сократилось. В итоге от этой скобочки остался просто x и убитая π. Ну и все. Дальше мы еще соединили эти скобочки с этими, это с этим. Логарифм суммы равняется логарифму от произведения. Логарифм от произведения под экспонентой убивается. А это произведение а плюс b на минус b плюс а превращается в некоторую формулу а минус b в квадрате. Вот эта скобочка ни с кем, нет, вот эта скобочка ни с кем не спаривается, она тут бесхозная валяется. Ну и n плюс 1 разделить на n от этой разности логарифмов. Вот что мы получили. Синус x на самом деле равен x на это произведение и еще какая-то нашлепка, которую мы выкидываем, потому что она равна единице, когда n стремится к бесконечности. И мы понимаем, что вот эта формула, reflection формула, не более чем уже обнаруженная нами формула синуса x через произведение нулей. То есть это не новый результат, но все равно было интересно. Дальше картинки. Кстати, давайте заглянем в Википедию. Вообще иногда полезно, наверное, будет нам комментировать Википедию. Что мы здесь читаем? Вот мы здесь видим график гамма-функции. И написано, что она равняется факториалу, только смещенной на единичку. Вот. Здесь прямо написано явно, что неплохо было бы точки, которые порождаются n факториал, соединить гладенькой кривой. Smooth curve. И хотелось бы сохранить это свойство замечательное, которое есть. Хорошо. И дальше начинается определение этой гамма-функции. Но давайте мы посмотрим раздел «История». Да, наверное, история. Эйлер и Стирлинг. Мы видим формулу, которая на самом деле очень похожа на ту формулу, которую мы сегодня выписывали, когда просто записали, что наклон логарифма гамма от x в районе n плюс 1 примерно равен логарифму от n плюс 1. Когда мы записали это тождество, у нас получилось нечто похожее. Только здесь вот x не было, здесь вместо x минус 1 x. Но очень у нас это похожая штука. Давайте вернемся, посмотрим, с чего мы там вверху начинали. Мы записали вот это. То есть вверху у нас x факториал, это то, что мы хотели найти.
А дальше начинается единица плюс x, 2 плюс x и так далее, n плюс x. А с другой стороны внизу n факториал, а с другой стороны n плюс 1 в степени x. Но смотрите, если мы возьмем вот это и перенесем сюда, скобочку потерял, а потом вот это перенесем вот сюда, сотрем, то вот что мы получим. Ну, конечно же, логарифм можно убрать. Сравниваем. n плюс 1 в степени x. Вверху просто произведение натуральных чисел, а внизу смещенные целые числа на x. Внизу смещенные числа на x. Вверху просто целые числа. Ну вот да, говорю же, тут у нас x не было, а вот зато здесь был x без минус единички. Ну ладно. Немножко отличается. Немножко отличается. Видимо, эта формула тоже верна. Так. Другой вариант. Ну вот это уже прямо очень похоже на наш вариант. Внизу целые числа смещенные на z, правда, тут еще есть z, а у нас начинается с z плюс 1. Вот, вверху факториал, ну а m в степени z. У нас это выглядело как n плюс 1 в степени x. Хорошо. Вот Карл Вирштрасс что придумал. Добавил, у него пропал факториал. Здесь просто произведение, которое соответствует нижней части. Нет, не пропал. Он как раз просто m факториал распределил по этим скобочкам и получил это выражение. m в степени z у него превратилось в e на zk. Ну, в общем, сложно. Но формулы близки по духу. Вот как выглядит, видимо, абсолютное значение гамма-функции, если мы ее нарисуем на комплексной плоскости. Полюса. Вот на такой картинке становится яснее, почему эти точки называют полюсами. Это на самом деле такие пики. Дальше. Давайте перейдем к всяким соотношениям, которые есть. Во-первых, гамма от 1/2 мы с вами нашли правильно. Это просто корень из π. Хочу добраться до формул. Вот формулы. Euler reflection формула. Формула удвоения Лежанра. Таким образом записано. Вот еще есть формула, которую мы с вами не получили, но могли бы. Вообще видно, что гамма-функция становится такой входной точкой для многих теорий, идей. Опять же, из нее можно добраться до зета-функции без труда. Вот эта самая задачка про коэффициенты а и b. Как в них залазит зета от 3 и зета от 2. Если тут разложение для логарифма от гамма-функции. Вот это важнейшее равенство, до которого мы еще с вами не скоро доберемся. Все эти равенства выглядят страшно, безусловно, пока ты до них не доберешься сам совершенно случайно и естественно. И лог гамма функция
в окрестности нуля, где явно выписаны слагаемые, которые не что иное, как коэффициенты Бернулли, деленные на k и на k минус 1, а число Бернулли kt, деленное на k, и есть значение z-функции в отрицательных целых точках. Так что здесь на самом деле надо читать просто z от минус 1, z от минус 4, минус 3 и так далее. Да, и вот разложение гамма-функций в окрестности единички. Тоже интересная формула. Все это заглядывание в будущее. Как бы смотрим на формулы, которые мы можем встретить в будущем, занимаясь математическими экспериментами с функциями. Давайте подведем итоги нашего рассказа. Во-первых, распространить n факториал на дробные числа оказалось просто. Мы посмотрели на функцию логарифма от факториала и решили просто тангенс угла наклона приравнять к числу логарифма n плюс 1. Потому что именно такой наклон получается у отрезка, если мы соединим точки отрезком. Дальше мы раскручиваем вот это выражение до лог факториал x плюс сумма и получаем формулу приближенного вычисления значения факториала в дробных точках. При переходе к пределу получается точное значение гамма функции в точках x. А дальше мы использовали функциональную формулу для того, чтобы распространить полученную гамма функции на отрицательное значение x. То есть несложно. Халява есть и в следующем моменте. Можно просто конструировать какие-то функции, думая про полюса или про нули, получать нужную картинку полюсов или нулей и обнаруживать функциональное тождество. Именно так мы получили вот это тождество. Правда, мы потом обнаружили, что это известное нам тождество представление синуса через произведение нулей, но все равно было интересно. Эта формула была получена методом конструирования из двух линеек полюсов. Каждая линейка содержала полюса через 1. Но мы одну линейку сдвинули на одну вторую, наложили и получили линейку полюсов с промежутком 1/2. Это вверху. Но есть такая функция, у которой полюса находятся в этих точках. Это гамма 2х. Их отношение получилось функцией, не имеющей полюса, очень простой функцией. 4 в степени минус х. Дальше идут разложения, которые мы с вами не получали, но которые могли бы получить, если бы сильно захотели. Это разложение лог гамма функции в окрестности нуля, точнее, в окрестности бесконечности, когда z большое, и разложение лог гамма функции в окрестности единицы, когда аргумент равен единице плюс что-то очень маленькое. Мы могли бы под микроскопом посмотреть вот эти вот малые значения z и найти разложение по степеням z. Мы подобные вещи с вами уже делали, когда занимались представлением синуса через сумму полюсов. И мы бы с удивлением обнаружили, что в одном разложении присутствует z-функция в отрицательных точках целых, а в другом разложении присутствует z-функция в положительных целых точках. Так что z-функция как Рим в математике. Куда не пойдешь,
обязательно лбом об нее стукнешься. На сегодня все. Всем пока.